Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Карабахе. Конкретно вновь назначенный министр Рубен Варданян сделал несколько громких заявлений по этой теме. Переговоры в Сочи нельзя считать успешными. Не упоминается вопрос статуса Карабаха и гарантий миротворцев, заявляет Варданян. Там, видите, на фотографии, несколько фотографий, он там с Пашиняном, и наверху сидит такой грустный, задумавшись. Миллиардер и предприниматель Рубен Варданян, согласившийся занять пост госминистра Карабаха, в интервью прокомментировал заявление, которое принято по итогам саммита в Сочи. К сожалению, переговоры нельзя считать успешными. В итоговом тексте не упоминается вопрос о статусе Карабаха, который остается открытым. Также нигде не говорится, что российские миротворцы продолжат обеспечивать мир и останутся в Карабахе, удерживая стороны от применения силы или угрозы ее применения, пока не будет найдено политическое решение. Там также не хватает заявления, что к переговорам по решению вопроса о статусе Карабаха при международном посредничестве привлекаются представители самого Карабаха. В общем, он недоволен, что там фигурируется в документах все, что там сейчас было. Пашинян подписывал документы, никак не может устраивать и лично его, Варданяна, и народ Карабаха, так называемого. Вот он еще несколько заявлений сделал еще. Варданян объяснил, почему потеря Карабаха означает потерю Армении. Он говорит, что если армяне потеряют Карабах, то и потеряют всю Армению. Так, миллиардер и предприниматель Рубен Варданян заявил: у каждого народа есть свои корни. Эти корни определяют основу. Но только наследие прошлого, но и будущего дерева. Если корень начинает уничтожаться, дерево не выдержит и не сможет приносить плоды. В этом смысле Карабах уникальное место не только с точки зрения природы и истории. Это действительно колыбель не просто армянской, а христианской цивилизации. Одно из немногих мест, где армяне проживали тысячелетиями. В общем, Варданян говорит, что Карабах — это его корни, армяне здесь проживали тысячелетиями, и если эти корни выдернуть, то все, и рухнет все дерево, и Карабах рухнет, и Армения рухнет. Вообще, какое имеет он отношение к Карабаху, Варданян? Вот мне пускай азербайджанцы скажут, что он родился в Карабахе, какие здесь корни у него в этом Карабахе могут быть. Я говорю, что это фантазии какие-то. Так, одно из немногих мест, где армяне проживают тысячелетиями. Неужели они тысячелетиями, армяне, там в Карабахе проживали? Мне кажется, азербайджанцы там проживали всю жизнь. К сожалению, большинство других мест у нас потеряно. В Западной Армении, например. Очень сложно быть все время беженцами. Жить в ситуации, когда твои корни, твои могилы разрушены, уничтожены под корень, сказал Варданян. По его словам, потеря Карабаха — это потеря не просто какой-то территории. Можно по-разному оценить эти проценты потерянной территории. В общем, все потеряют они. Все, что нажито непосильным трудом, все будет потеряно. И вот он еще заявил, что мы все солдаты, которые должны стоять на защите своей родины. Рубен Варданян, издательство как раз армянское. Вот он говорит, мы все солдаты должны защищать свою родину. Он выходит про Карабах, говорит. Будет защищать с автоматом Карабах. Так, мы все солдаты, которые должны стоять на защите своей родины. Мой переезд был связан именно с таким решением. А уже предложение возглавить правительство я получил после того, как руководитель республики узнал, что я принял решение переехать. В такой момент времени, когда у нас в принципе военное положение, мы окружены со всех сторон, разговоры о должностях, каких-то регалиях бессмысленны. Мы все как один должны объединиться, и каждый, кто может что-то принести в защиту и развитие Карабаха, должен это сделать. И не должен спрашивать, что я хочу, я не хочу. Ты или делаешь, или не делаешь. В общем, надо
убедить людей, что у нас действительно чрезвычайная ситуация. И эта чрезвычайная ситуация очень опасная, очень серьезная. Вот так. Надо делать, чтобы все люди консолидировались, смогли вместе почувствовать, что мы единая сила. В общем, что мы будем оборонять Карабах от вооруженных сил Азербайджана до последнего карабахского армянина. В общем, все, он понял уже, что запахло жареным, что уже тут все накалилось, и что он, мне кажется, будет жалеть, что вообще тут занял этот пост госминистра. И я думаю, он автомат не будет брать в руки и отстреливаться от азербайджанского спецназа. Я говорю, мне кажется, он вляпался по полной программе Варданян. Въехал бы в какие-нибудь Эмираты или там какой-нибудь остров Крит или куда-нибудь там, где миллиардеры живут, и доживал своими миллиардами. Не знаю, черт его нелегкая понесла в этот Карабах. В общем, поживем, увидим. Ладно, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.